Меня зовут Евгения Ильина, и это мой авторский проект «Кем я стал, когда вырос». Сегодня я в гостях у одного из лучших сомелье России, у Егора Олешкова. Жень, привет. Егор, кто такой сомелье и откуда взялось это слово? Сомелье. Вообще сомелье это прежде всего работник ресторана. Человек, который работает с вином именно в ресторане. И очень часто сомелье путают с кавистами, с винными экспертами, с дегустаторами. Все-таки сомелье прежде всего он погружен в работу ресторана и должен обеспечивать прибыль от продажи вина и крепких напитков в том числе. Егор, если мы говорим о хорошем вине, что оно дает человеческому организму? Очень интересный вопрос, потому что он одновременно очень простой и очень сложный. Смотри, Жень, самое главное, что, безусловно, хорошее вино, оно положительно влияет на человека, но, конечно, в рамках разумного, когда ты его употребляешь, да, в количестве. Но сложность этого вопроса, она заключается в том, что разные типы вин по-разному воздействуют на человека. Но очень много уже европейских, вообще международных исследований касаемо воздействия вина. Тут нужно сказать, что вино положительно влияет на эмоциональное состояние человека, на пищеварение, на гормональный фон, в том числе на защиту клеток головного мозга. Но опять-таки это зависит от типа вина. Исследований по этому поводу очень много. А вот ты сказал про настроение, про психическое состояние. А есть, вот если простым языком, есть вино, от которого становится грустно, а есть от которого весело? Да, конечно, есть вина, которые способствуют меланхолии, есть вина, которые способствуют, наоборот, подъему такому эмоциональному. И, например, мускатные сорта, они уже доказано, что они очень сильно поднимают настроение. Давай поговорим о винной культуре в домашних условиях. Как правильно держать бокал, как правильно его наливать, ведь бокалы такие разные, есть для белого, есть для красного. Жень, мне кажется, что есть несколько вещей, которые очень хорошо бы исполнять в домашних условиях касаемо сервировки вина. Безусловно, в домашних условиях требуются бокалы. И для ценителя вина они как минимум должны быть нескольких форм. 2-3 формы минимум в домашних условиях были бы актуальны. У нас, например, сегодня с тобой бургундские бокалы. Это вот бургундская форма, она такая более шарообразная. Держим и за ножку. Исключительно за ножку. Да, вот мавитон, дурной тон брать за чашу. И оставлять отпечатки пальцев. Так, поэтому да. Вот так вот мы не держим. Да, вот так мы не держим, да. Мы держим исключительно за ножку и никак иначе. Все, запомнили. Так, что еще? Температура вина, хранение вина, винный шкаф, это было бы идеально. В общем, правильная температура подачи. По крайней мере, нужно понимать тот момент, что красные вина нужно тоже немножко охлаждать перед подачей. Расскажи, в чем разница во вкусе вина в бутылке и вина в других упаковках, например, в пакете? Смотри, хорошее вино никогда не будет разливаться в альтернативную тару, да, скажем так. Тетрапаки, бag-ин-боксы и так далее. Это вина все достаточно простые, бюджетные. И ты знаешь, в принципе, особой разницы между таким вином в бутылке и в бag-ин-боксе его не... Что такое бag-ин-бокс? Бag-ин-бокс это, по сути, такой большой тетрапак, да. И тут нужно отметить, что возможно почувствовать, что в бag-ин-боксе вино будет чуть более мягким. Почему? Есть ответ. Потому что вина перед розливом в бag-ин-бокс пастеризуют.
И это влияет на наличие кислот в том числе. Ты сказал о том, что лучше дома иметь хотя бы 2 вида бокалов, для красного и для белого. Чем они отличаются и почему вот это, видимо, для красного, да? Да, это Почему я не могу налить сюда? это бокалы больше для красного вина, хотя сюда некоторые белые вина подойдут. Но ты знаешь, самое важное, чтобы бокалы были разных форм. И идеально, конечно, чтобы стекло было максимально тонким, потому что вот те неровности, которые, скажем так, получаются при производстве стекла ручной работы, именно они позволяют раскрываться вину максимально. А вот, может, уже нальем? Что нам нужно? Нам нужна бутылка, 1 мужчина и штопор. Да, нам нужен нож, это называется нож сомелье, он же штопор. Нам нужна бутылка вина, и я, конечно, да, это прилагается. Что нам нужно делать? Нам нужно... гость, который продегустирует. Да. Смотрите, как правильно открывать вино. Нам нужен нож, который он острый, и он должен под горошком срезать капсулу. Потом мы эту капсулу вот таким образом снимаем. Получаем достаточно такой красивый и ровный срез. Уже слюнки потекли. Да. Вкручиваем штопор до предпоследнего витка и достаем пробку. Нам необходимо убедиться, что с ней все в порядке, осмотреть ее, понюхать на предмет дефектов. А почему ты нюхаешь? В вине бывают дефекты. В вине бывают дефекты, связанные в том числе с пробкой. И поэтому необходимо оценить на нос, нет ли посторонних запахов. А может быть такое, что я купила бутылку вина, она испорчена? Да. И поэтому рекомендуется покупать хорошие вина в специализированной рознице, которая обеспечит в том числе возврат, замену и так далее. И, по крайней мере, адекватное восприятие этой ситуации, потому что, конечно, в обычном магазине, в масс-маркете вас просто не поймут. Итак, наливаем вино. Ты еще так красиво подкрутил, да? Чтобы капелька не упала. Да, в идеале еще ручник нужно. Ну что? Я вижу, что на всех этикетках в составе присутствует диоксид серы. Расскажи, что это такое и зачем он нужен? Диоксид серы, просьба не пугаться этого вещества. Вещество сопровождает виноделие с самых-самых древних времен. Диоксид серы используется как консервант, который позволяет вину быть розливостойким, избегать бактериальных заражений, быть транспортабельным. И, в принципе, по всему миру существуют достаточно строгие стандарты по его использованию. Егор, я заметила, что ты так вот покрутил элегантно вино. Для чего так делают? Раскручивают вино в бокале прежде всего для того, чтобы оно максимально раскрылось, то есть насытилось кислородом. Происходит раскрытие ароматов, эволюция вина в бокале происходит, и мы можем наслаждаться не только теми ароматами, которые первыми на поверхности вина появляются, но и чем-то более сложным, глубоким, многослойным. Ну вот как, например, у этого замечательного вина появляются оттенки земли, кожи, черносливы, шоколада. Пахнет невероятно вкусно. А расскажи, если я пришла в ресторан, сомелье мне налил вино в бокал, но я не буду так делать, я просто начну пить. Это дурной тон? Нет, почему? Абсолютно нет, потому что в ресторане люди прежде всего пьют вино, они не оценивают его ароматику зачастую, поэтому нет ничего в этом плохого абсолютно и профанского. Вот. Другое дело, что интересные сложные вина, они требуют времени и умения ими наслаждаться. Собственно, для этого люди учатся.
Егор, расскажи про розовые вина. Что это такое? Потому что это очень популярно, особенно среди женского населения. Ну, на самом деле розовое вино действительно очень трендовое последние годы, продажи розовых вин растут, и ну, сейчас есть понимание, что есть вина розовые чуть проще, есть чуть сложнее. Конечно, скажем так, эталоном мировым по уровню качества является вина Прованса розовые. Вот. Вообще хотелось бы донести ту идею, что розовое вино это не смешение красного и белого. Думают, да, что это да. микс, да. Вот. Хотя, скажем так, не самые, может быть, достойные производители, особенно в странах нового света, порой грешат тем, что именно таким образом производят свои розе. Вот. Вообще розовое вино создается в принципе из красных сортов винограда с помощью настаивания сока, белого сока на красной кожице. И вот как раз время, которое проводит этот сок на мезге, именно от этого зависит, насколько будет насыщенным и плотным розовое вино. А что по поводу оранжевых вин? Существует ли такие? Да, это на самом деле очень модная категория, которая стала модной там, лет 10 назад уже. Они Я пробовала такое вино в грузинском ресторане, это было очень необычно, прям как-то непривычно для глаза. Об этой категории очень надолго забыли, и вот именно Грузия, мы должны быть благодарны грузинским виноделам, потому что они вернули интерес к этой категории. Оранжевые вина – это по сути белые вина, которые выдержаны энное количество времени на кожице, на мезге, на кожурках от белого винограда. Вот. И выдержка также еще происходит в оксидативной среде, то есть в контакте с кислородом, и поэтому, скажем так, есть такие вещества, лейкоантоцианы, они способствуют тому, что цвет белого вина становится вот все более и более желтым, оранжевым. Егор, допустим, мой ребенок заявил мне, что после школы он хочет идти учиться на сомелье. Скажи, безопасно ли это? Не станет ли он злоупотреблять алкоголем? Жень, мне кажется, что опасность злоупотребления алкоголем, она существует всегда. Это такая очень личная, персональная ответственность. Но подходя к такому карьерному решению, молодой человек обычно уже осознает эти риски, ну и, собственно, его родители должны осознавать эти риски. Тем не менее, вот у меня в моей практике огромное количество моих знакомых отдавали достаточно молодых ребят обучаться с 18 лет, конечно, в школу, да, с 18 лет обучаться в школу вина, обучаться профессии, в том числе сомелье, вот, для того, чтобы формировать у них внутреннюю культуру вкуса, стремление к прекрасному, понимать гастрономию, изучать какие-то традиции, историю и так далее. То есть это очень сильно расширяет кругозор. Вот. И, конечно, на этом фоне, скажем так, опасность злоупотребления, она немножко снижается. Создание гастрономических пар. Вино плюс блюдо. Как это происходит? Сложно ли это? Кто это придумывает? Очень интересный вопрос. Жень, вот на самом деле, в моем личном понимании, это сложный вопрос, потому что многие сомелье, особенно молодые сомелье, они считают, что они уже сомелье, когда они знают сорта винограда, этикетки, цены и так далее. На самом деле высшая ступень, вот, можно сказать, развития специалиста, она заключается в том, что чтобы уметь сочетать вино и кухню, вино и гастрономию. Для того, чтобы это уметь делать, нужно очень много времени посвятить гастрономии в том числе, то есть изучению продуктов, способов их приготовления, типологии и так далее. То есть это на самом деле высшая ступень развития, на мой взгляд, для сомелье, для специалиста, то есть уметь сочетать кухню и вино.
Мы все со школьных лет знаем, да, что рыба это белое вино, мясо это красное. Это уже хорошо. Но все намного глубже, да? Да, да, все намного глубже. Тут нужно учитывать и соус как составляющую, и температуру блюда, метод приготовления, региональные какие-то традиции, безусловно. Слушай, такой вопрос. Если там мы идем по базе, красное вино мясо, белое вино это рыба, а розовое с чем? Розовое, кстати, это тоже мясо. Вот. У меня креветки почему-то возникли. Ну, да, это имеет место быть, но, например, карпаччо или тартар лучше всего сопровождает бокалом розового вина, нежели красного. Вот. Ну и, в принципе, розовые вина, особенно такие по насыщеннее, поярче, очень хорошо работают с томатами, например. Гаспачо.